Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Джури. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня хочу сделать вот такой комплект из солнечного кварца с использованием эпоксидной смолы. Хочу сделать вот такие аккуратные сережечки с использованием проволоки. И еще хочу сделать вот такие висюльки с использованием вот этих вот зажимов, застежек. Что, давайте сначала сделаем вот эти сережки. Для этих сережек нам понадобится цепочка, понадобятся подвески, понадобятся колоты, вот, и, собственно, понадобится еще вот этот колечки, вот эта застежка, и понадобится швенза. Вот. То есть тут все просто. В колоту вставляем цепочку, закрываем. Закрыть ее можно и пальцами, можно и с помощью плоскогубцев. Далее с помощью колечка я присоединю подвесочку сюда. И таким образом я сделаю вот такой водопад, как бы каскад от более коротких к более длинным. И теперь очень просто надеваем туда вот эти вот цепочку, вставляем туда. Таким же образом можно сделать сережки с разовой цепочкой. Так вот, все очень просто. Вставляем и дальше просто зажимаем, закрываем. Видите, получается вот так. И теперь я просто прикреплю швенцу. Это, знаете, серьги за 10-15 минут, и они готовы. У меня тут дизайн, видите, какой. Детские ножки. Это у меня у подруги будет ребеночек, и я вот делаю ей такие сережечки. Так, теперь хочу сделать вот такие аккуратные серьги. Тут у меня, смотрите, это капелька, стеклянная капля, и у нее дырочка очень маленькая, отверстие очень маленькое, и в него никак не вставить колечко, даже вот эти специальные треугольные такие соединители. Поэтому я возьму проволоку. Проволока такая тоненькая у меня, она не темнеет. И с помощью этой проволоки я сделаю соединение. В общем, сейчас просто закручиваем проволоку. Видите? Как плетеное украшение с проволоки, точно так же. Просто закручиваем. Дальше я вот вставляю соединительный элемент. И сейчас начну закручивать проволоку вокруг капли. То есть делаю петлю. И дальше вот этот длинный хвостик закручиваю вокруг капли, делая как бы шапочку. И прячу хвостик. Все, дальше нужно просто присоединить швензу, и сережка готова. Так, ну вот серьги готовы. Видите, все просто, тоже очень-очень быстро. Вообще, если нет каких-то специальных колечек, можно всегда использовать вот такую проволоку. Еще я хочу сделать подходящее в комплект колье. Вот тут у меня подвеска, вот такие вот стеклянные бусинки, золотистый тросик. Все просто, все очень просто. Собрала все на тросик. И вот видите, крепление. Вместо протектора я буду использовать колоты, но немножко другие. Видите, вот колоты вот такие вот они, маленькие.
И вот сейчас буду крепить тросик колотами. Смотрите, сначала нужно надеть колоту на тросик, и потом уже кримпу. Видите? Теперь зажимаем кримпу, и кримпа это будет мешать колоде соскользнуть с тросика. То есть вот кримпа. Сейчас мы ее зажмем. Вот. Все, зажали кримпу, теперь колода не соскользнет тросика. Сейчас просто эту колоду закрыть, и теперь к ней уже можно приделать соединительное колечко и замочек. Вот такой простой способ. Конечно, он подходит для таких небольших, не тяжелых украшений, вот, но тоже имеет место быть. Очень быстро делается и очень аккуратно смотрится. Ну, вот такие вот украшения у меня готовы. Это для моей подруги, которая любит минимализм. Так, ну и последний проект на сегодня, тоже очень минималистичный. Это вот у меня есть такие срезы солнечного кварца. Вот я хочу сделать их просто, чтобы это был просто как бы камень и в золоте. Паять я не могу, поэтому я хочу сделать это с помощью эпоксидной смолы и этой фольги. Вот она, видите, мне нужна всего лишь фольга для этого и эпоксидная смола. Эпоксидная смола, которая сушится в лампе. Вот сейчас я возьму кисточку и просто наношу смолу на торец моего кабошона. Аккуратненько так промазываю очень-очень тоненьким слоем. Теперь аккуратно прикладываю фольгу. Она, конечно, тоненькая и рвется, но вот аккуратно я это делаю, стараюсь как можно более аккуратно, и так ее вот пальцем прихлопываю. Вот наношу по всему периметру. И дальше, видите, я беру кисточку и просто вот ее как бы вбиваю, потому что там, так как это срез натуральный, да, вот эти концы, они такие вот неровные, острые, и вот мне очень хотелось сохранить вот эту как бы фактуру этого камня. Все, и дальше кладу в лампу, там минут на 5. Это нужно повторить несколько раз, пока вам не удовлетворит вас результат. И вот сейчас, видите, я уже законченное изделие, я просто жидкостью для снятия лака убираю лишнюю смолу и блестки лишние. Дальше уже когда все готово, то есть я удовлетворена этим слоем фольги, я покрываю это еще одним слоем смолы и сушу. Дальше чищу еще это все. И вот сейчас приделаю швензу. То есть я наношу такую хорошую капельку смолы на обратную сторону. И вот она моя швенза. И дальше в лампу. Так, ну вот смотрите, доделала я свои украшения. Вот что получилось. Вот они, серьги. Вот они, сережечки, да, у меня с этими с ножками. Такие вот они, видите. Ну, вот они смотрятся хорошо. Вот эти вот крепления, конечно, немножко крупноваты, но у меня не было меньше вот таких вот зажимов. Но в целом они смотрятся хорошо. Так. Следующие вот эти серьги, которые мы вместе делали, да. Они тоже смотрятся, ну как, они очень такие миниатюрные, но смотрятся симпатично. Вот это стекло, кстати, очень красивое оказалось. Это, знаете, история этих капелек. Это у меня был комплект такой индийского производства, который я надевала на свадьбу, собственно. Потом, к сожалению, вот металл сам был очень мягкий, то есть была какая-то вот очень мягкая пайка, он, в общем, развалился вот по одному. И вот эти капельки тоже, они поотвалились, и, собственно, я их оставила. И я рада, что оставила. Посмотрите, какие они красивые. Вот. Такие хорошие элементы можно оставить, и куда-то они еще пойдут. В общем, вот такие сережечки.
Так, и вот такое простенькое совсем колье. Ну, посмотрим, что скажет хозяйка. Оно, конечно, очень простенькое, но такой минимализм. Вообще девушка это любит минимализм, поэтому, собственно, вот, будет ей. Так, ну и вот этот мой эксперимент. Смотрите, в общем, смотрите, доделала я серьги. Вот они, вот такие они получились. Это был так называемый солнечный кварц, Solar Quartz он называется. Вот, то есть это срезы. Срезы, да, и он, ну вот тут, конечно, немножко вот видно, что он такой, как здесь сверкает, вот эти вот части. То есть, и вот он кажется тут более, он и был такой немножко желтоватый по кругу, да, и вот еще кажется таким более желтым, потому что я добавила здесь золото. Вот оно, это золото, да. Сейчас покажу вот с обратной стороны, как получилось. Смотрите, вот так. Я вот у этой швензы я не стала откусывать петельку, потому что ее потом нужно зашлифовывать, и, в общем, я не стала это делать просто, потому что ее, ну, как бы она, ее не видно. Это никак не портит изделие, на мой взгляд. Вот, просто, ну, не было вот этой вот, не надо было ничего шлифовать дополнительно. Да, вот на эпоксидке. Вообще, ну, сидит на эпоксидке хорошо. Мне кажется, если ее специально не ломать, то должно держаться. В общем, получилось вот так. Единственное, знаете, я бы вот, наверное, в следующий раз я сделаю вот этот штырек поближе вот сюда кверху. Вот. Хотя не знаю, честно говоря, как оно будет точно вживую смотреться. В общем, почему я так говорю? Они, конечно, вот эти срезы камни, они такие не очень легкие, и на ухе они так немножко заваливаются, если ставить задник бабочку. Вот. То есть у меня есть вот такие вот крупные силиконовые вот задники, и вот оно держит. Тогда вот оно хорошо плотно держит это на ухе и смотрится, ну, в общем, он стоит как надо. Вот. А если поставить маленький вот этот, то тогда он начинает заваливаться, к сожалению. Ну, так. Вот, детали. В общем, вот так. Мне, знаете, понравилось. Смотрятся они очень хорошо, минималистично. То есть такие вот, ну, как бы простенькие, но интересные. Такие срезы. И здесь что я сделала? Смотрите, здесь у меня тоже был точно такой же срез. Также вот я его просто по краю вот этой фольгой, да, сделала. Потом здесь я приклеила, вот такой у меня был элемент, я его приклеила с ушками, видите? Я его также приклеила на эпоксидку. И также вот сверху покрыла вот этой вот на эпоксидке золотом. Да? Ну и вот, собственно, все. Дальше очень удобно, что были вот эти ушки, я к ним приделала. Уже можно было к ним приделать цепочку. Ну все. Это стеклянный кошачий глаз. Вот так. Да, хотела еще показать один момент вот здесь, как можно закончить цепочку. Вот давайте вот так покажу. Вот здесь, смотрите, вместо того, чтобы делать удлинительную цепочку, можно вот разрезать вашу цепочку и поставить, соединить ее колечками. То есть, соответственно, закрываться цепочка будет вот так. Это, конечно, не всегда так удобно, как удлинительное, где можно на любое звено, собственно, закрыть. Вот. Но это тоже имеет место быть, мне кажется. И особенно, знаете, когда нет удлинительной цепочки в цвет или просто, ну, вот как-то вот не очень подходит по стилю, скажем, можно сделать вот такой вот вариант. Вот. И если у меня колечки вот эти были еще даже чуть поменьше, это было бы даже почти незаметно. Вот. То есть, ну вот, просто такой вариант вместо удлинительной цепочки. Мне показалось, что, учитывая такой минимальный набор элементов, да, вот, минимальный набор чего там, продуктов, да, вот, можно было вот сделать такое. Большое спасибо за внимание. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, соображения, критику, и увидимся с вами в следующем видео. До свидания.